Однажды в Италии мужчина вышел на арену перед разъяренными хищниками. Их больше 300, и злоба их такой силы, что им даже не надо перегрызать прутья клетки. Этого человека они могут сожрать одним взглядом. Его зовут Томмазо Бушетта. Он знает, что эти звери из тех, кто никогда ничего не забывает. И что их вожак, самый опасный и кровожадный, на свободе. Но он холоден и спокоен, умирать он уже пробовал. Теперь хочет попробовать уничтожить эту стаю. Стаю, которую не так давно считал своей, и которая считала своим его. Это видео открывает трилогию о Томмазо Бушетте, простом солдате Коза Ностры и при этом боссе аж двух мафиозных миров. О том, как его предательство повернуло историю всей Италии, и о том, кто виноват, что семья людей чести проиграла войну со сворой отморозков. Войну, которая началась еще в 80-е годы и, возможно, когда-нибудь все же закончится. Однажды в Италии. 13 июля 28 года, Палермо, квартал Порто-Ново. В семье стекольщика Бенедетто Бушетты родился последыш, 17-й ребенок Томмазо. Мальчик с характером, не глуп, но учится средне. Во-первых, надо помогать отцу в мастерской, а во-вторых, кипучая энергия не дает усидеть за партой. Шустрый, любопытный и очень жадный до впечатлений, Мазина чуть ли не в первом классе попробовал, чем таким интересным занимаются с женщинами взрослые мужчины, и очень быстро понял, что дело это ему по душе. Правда, почти так же быстро и тоже на собственном опыте ему пришлось убедиться, что Сицилия 40-х годов не то место, где такие увлечения остаются безнаказанными. И уже в 16 нетерпеливый юноша оказывается женатым. По залету, как говорят некоторые журналисты, забывая, что женился он в 44-м, а ребенок родился в 46-м. Но с Бушеттой всегда так, когда речь заходит о нем, мало кто обращает внимание на такую мелочь, как правдоподобность. А впрочем, на родине юного Томмазо для того, чтобы пришлось жениться по залету, не обязательно дожидаться собственно залета. Достаточно просто побыть с девушкой наедине. А отказать себе в таком удовольствии скороспелый юноша не может. При этом опережение графиков идет не только по брачной стезе. Еще подростком Мазина вовсю промышляет мелкими махинациями. Подделывает карточки на муку, подворовывает бензин и продукты. Но только у немцев, так что считай, Бушетта не воришка, а партизан. Тем более, что вместе с другими сицилийскими мафиози, приезжавшими в 43-м в Неаполь, чтобы поддержать четырехдневное восстание, Бушетта участвовал и в реальных столкновениях с нацистами. Домой вернулся героем. Ему едва исполнилось 15, но уличная братва уже называет его уважительно Доном Мазина. А настоящие доны, боссы палермитанских семей, даже позволяют ему говорить в их присутствии. Конечно, особо не прислушиваясь, но зато присматриваясь. Мазина тоже присматривается, и их мир не просто интригует и привлекает, он кажется ему идеальным. Здесь уважают старших, слушаются умных, помогают слабым. В этом мире царят порядок и справедливость, он хочет в него войти. Благословенные времена. Коза Ностра благоденствует. Палермо поделен между 20 семьями, небольшими, человек по 30. Боссы старой закалки чтут кодекс чести, ездят на автобусе и умирают в своей постели от старости. А чтобы примкнуть к благородному семейству, нужно хорошо себя зарекомендовать. Джованни Андроника, член семьи Порто-Ново, специально назначенный для изучения морального облика юного кандидата, быстро приходит к выводу – достоин. Говорят, его даже не заставляли совершить обязательное перед Пунчутой убийство по приказу босса. За крещение кровью засчитали бои в Неаполе. Есть, правда, версия, что ездил он туда не столько бить фашистов, сколько искать, что где плохо лежит. Но с Бушеттой всегда так. Все, что о нем известно, существует как минимум в двух версиях, а эту проверял не кто-нибудь, а люди мафии. В любом случае, клятву верности Коза Ностре юный Мазина принес, и, похоже, даже раньше, чем вступил в брак. Разочарование и в том, и в другом наступит очень быстро, но дороги назад нет. Развод был разрешен в Италии только в 1970 году, а ритуала выхода из мафии не существует и по сей день. Впрочем, никуда выходить Бушетта и не собирается. Сделав хорошую мину при плохой игре, новоиспеченный человек чести принимает реальность, как она есть, и занимается тем, что у него получается лучше всего, налаживает контакты. Что не мешает ему рваться за горизонт. После женитьбы на Мелькиоре Каваларо в 44-м шебутной юнец отправляется на заработки в Турин. Первопроходец, можно сказать. Поезд солнца, на котором тысячи сицилийцев поедут в поисках работы на север Италии, начнет курсировать между Палермо и Турином только через 10 лет. По приезде Томмазо устраивается в стекольную мастерскую, такую же, как у отца, и хотя он там на хорошем счету, остаться надолго что-то помешало. То ли молодая жена отказывалась рожать без мужа, то ли Турин, который был еще под немцами и которые нещадно бомбили из-за завода «Фиат», показался неперспективным. Или перспективнее оказалась Сицилия, где в благодарность за помощь в зачистке местности перед их высадкой американцы назначали в местное управление мафиозных боссов. А может, никаких особых причин и в самом деле не было, просто молодой южанин хотел домой к семье.
Это, в общем, спокойная и размеренная жизнь, у Мельхиора зажиточные родители, так что молодые не бедствуют. Правда, по некоторым источникам жена Бушетта сирота, но вы помните, одной версии с ним не бывает. В 46-м у пары рождается дочь Фелиция, в 48-м сын Бенедетто, и это почти точно. Еще один факт. В том же 48-м семья переезжает в Аргентину. Эмигрантов туда из Италии всегда было очень много, после войны каждый год больше 50 тысяч человек. Так что и в этом случае для отъезда вряд ли были какие-то особенные причины. На новом месте Бушетта чувствует себя как дома. Итальянская диаспора в Буэнос-Айресе самая крупная в мире, около 300 тысяч человек. Ну и поскольку стекло – это все, что новоиспеченный аргентинец умеет делать руками, на деньги свекров он открывает фабрику зеркал. Бизнес не пошел, и семья, в которой к тому времени уже родился третий ребенок, перебирается в Бразилию. Итальянцев полно и тут, но Мельхиоре не нравится. Страна кажется ей чужой и враждебной. Она впадает в депрессию и почти не выходит из дома. Запрещает детям учить португальский и выносит мужу мозг требованиями вернуться на Сицилию. В 52-м ей таки удается добиться своего. Они возвращаются в Палермо, где Томмазо Бушетта снова начинает работать в семейной мастерской и успешно совмещает жизнь добропорядочного стекольщика и человека чести. То есть, как эту жизнь понимали тогда: контрабанда сигарет, подпольные горные дома, иногда и убийства, но только по решению Коза Ностры и только тех, кто лично имеет к ней отношение. Много лет спустя Дон Мазина рассказывал: дети – это было святое, при них нельзя даже было приводить в исполнение приговоры. Некоторые десятилетиями избегали смерти, водя своих отпрысков за ручку вплоть до их свадьбы. Благословенные времена. В стране экономический бум, после войны кипит строительство. И мафия не была бы мафией, если бы не стремилась прибрать к рукам самые денежные направления. В Палермо завязывается грандиозная афера с недвижимостью «Сакко ди Палермо» – палермитанский мешок. Запах денег чувствуется издалека, и на этот запах из сицилийской глубинки в столицу начинают подтягиваться провинциальные мафиозные семьи, в частности из Корлеоне. Палермитанцы их презирают, хоть и не в открытую, в основном за жадность. Деревенщина отвечает взаимностью, но тоже до поры ведет себя тихо. А Томмазо Бушетта тем временем набирает авторитет. Он по-прежнему простой солдат и таким останется. Как скажет потом он сам: я никогда не хотел командовать и никогда не хотел никого обучать, потому что и сам себе не мог объяснить, кому мы действуем на благо, а кому во зло. Ну и мои отношения с женщинами не соответствовали кодексу чести Коза Ностры. Тут надо иметь в виду, что мафия все же не армия, порядки несколько отличаются. И того, кого тут называют солдатом, другие скорее сочли бы рядовым членом партии. Он может участвовать в собраниях, голосовать, даже выступать против партийных боссов. Формально это в рамках правил. Другое дело, что боссы могут и обидеться, но демократия – дело тонкое, да и не только в мафии, так обстоят дела. Бушетта умеет быть убедительным, божий дар, как он сам про себя говорил. Я умел найти правильный момент и правильные слова. Так что в иерархии Коза Ностры он занимает довольно высокое положение. Даже принимает присягу у новобранцев. В 54-м, например, у Пипо Кало, который, в отличие от своего крестного, мафиози потомственный. Кало к регалиям не так безразличен, со временем дослужится до поста главы семьи Порто-Ново. С Бушеттой они будут большими друзьями. Дон Мазина даже даст кровь тяжело больному сыну Кало. Но это все потом. А пока наш вольный стрелок без звездочек на погонах зарабатывает звание босса двух миров. В компании коллег в 55-м они отправляются в Аргентину налаживать бизнес. Легально или не очень, неизвестно. Они попали точно под попытку переворота, в стране беспорядки, стрельба и комендантский час. Так что группа молодых мужчин-иностранцев не то что бизнесом заняться, из отеля высунуться не могла. Как-то перекантовавшись пару месяцев, компания вернулась на Сицилию к контрабанде сигарет и плечом к плечу с товарищами из Марселя разрабатывает югославское и марокканское направление. В 56-м Бушетта представлен Лаки Лучано, большой человек из американской мафии, специалист по торговле героином. Отбывал там серьезный тюремный срок, но был отпущен за содействие в заключении пакта чести, договора о сотрудничестве Коза Ностры с американскими властями, и за помощь в организации высадки армии на Сицилии, в общем, тоже, считай, партизан. Интересная деталь. Из тюрьмы Лучано выпускали с условием, что он покинет страну и вернется в Италию. Из Штатов он действительно уехал, но обосноваться решил на Кубе и жил там какое-то время припеваючи, однако американскую сторону это почему-то не устроило. Шантажом и угрозами они вынудили кубинцев отправить счастливчика в Италию, еще и деньгами на дорожку и на первое время снабдили. В Италию так в Италию. Хороший специалист не пропадет нигде. И Лучано активно делится опытом с сицилийскими коллегами, положив начало взрывообразному росту наркотрафика между Сицилией и Штатами. В 1957-м происходит судьбоносная конференция в палермитанском отеле «Деле Пальме».
Заявленная тема – некоторая разница в подходе к морали и законности между американскими и сицилийскими боссами. Заокеанские гости считают, что развод – это общественное благо. А что касается законов, то они просты. Если очень хочется, то можно, главное не попадаться. Хозяева сами-то куда более консервативны, но вообще-то все понимают, что настоящая тема переговоров вовсе не падение современных нравов. На самом деле американцы хотят наладить поставки через Сицилию наркотиков и рассказывают, как хорошо местные боссы заживут благодаря новой линии международной торговли. Сицилийцы готовы вписаться, но находятся и те, кто считает, что это погубит семью. Из портера ворчит патриарх Дженко Руссо: когда вокруг Кости слишком много собак, блажен, кто остался в сторонке. Но Лаки Лучано человек большого жизненного опыта. К тому же он тут не один, а с другим серьезным итало-американцем Джозефом Бананно, Джо Бананосом. У них там в Америке все давно отлажено, они готовы делиться опытом, так что Бананос рекомендует, чтобы решать конфликты, неизбежно возникающие при дележе доходов, нужно создать комиссию. Межпровинциальную, верховную, полномочную, все как в лучших домах. Демократическую, разумеется, по американской модели. Боссы от такого прогресса несколько торопели, но молодежь полна энтузиазма. Ей поручают разработку конституции, ударившейся в перестройку Коза Ностра. Во главе рабочего комитета Томмазо Бушетта, ему в помощь Гаэтано Бадаламенти и Сальваторе Чикитедду Греко. Молодые реформаторы работают не покладая рук, и очень скоро новый закон жизни Коза Ностры готов. Теперь власть в ней имеет трехступенчатую структуру. Каждые 3 соседние семьи объединяются в мандамент, от которого избирается представитель в комиссию провинции. Все провинции представлены в региональной комиссии Куполе, высшем законодательном и судебном органе Коза Ностры. Основное назначение куполы – решение конфликтов между семьями и вынесение приговоров боссам. В таких вопросах самодеятельность до добра не доводит. А чтобы не выдавать слишком много власти в одни руки, в комиссию запрещено входить главам семей. Она должна состоять только из простых солдат. Это оказалось самым сложным моментом. Мало кто из властителей был доволен таким запретом, некоторые вовсе отказались его соблюдать. Но Бушетто мастер дипломатии, комиссия начинает работать. И работает до конца Первой войны мафии, то есть до 1963 года. Ах, Первая война. Благословенное время. Если бы тогда знали, какой будет вторая, это вообще не назвали бы войной. Так, национальная сицилийская забава. По мнению властей, перегрызлась братва из-за украденного кем-то кокаина. В поставленной в Штаты партии оказался недовес. Сопровождавшего груз Пульчидонио де Пизу комиссия оправдала, но, вопреки ее решению, курьера все равно убили. Убийц долго искать не стали, ясно же, что это Сальваторе и Анджело Ла Барбера, которым принадлежала партия и которые остались недовольны решением об оправдании де Пиза. Ну и заодно их дружок и штатный киллер Томмазо Бушетто. Сальваторе Ла Барбера придушили сразу, благо он тут же на собрании сидел. Анджело скрылся. А вот Бушетто, вопреки советам друзей, явился на следующее заседание комиссии, предупредив почтеннейших судей, что он безоружен и что его семье отдано указание не мстить, если он не вернется. Обвиняемый перешел к доказательствам своей непричастности к убийству. Как мы уже знаем, Дон Мазино умеет быть убедительным, и комиссия его оправдывает, но с условием, что тот подаст им на блюде Анджело Ла Барберу. Бушетто отказывается, за что и он, и семья Порто-Ново исключены из Коза Ностры. Тем временем Анджело мстит за брата, в основном направив свой гнев против главы комиссии Чикитедду Греко. Стороны обмениваются выстрелами и подрывами, но это почти не касается мирных жителей. Даже члены семей участников сражения спокойны. Дети ходят в школы, женщины за покупками, мужчины, не имеющие отношения на работу. Тут можно было бы пошутить, что потом пришел сторож и всех разогнал, но, к сожалению, реальный финал к веселью не располагает. 30 июня одним предназначенным мафиозному боссу взрывом убивает 2 случайных людей, вторым вызванных на разминирование подозрительного автомобиля 7 полицейских. Много позже Бушетто и еще один участник событий, Кальдероне, рассказали, что они и сами поначалу думали на Ла Барбера. Но потом поняли, что тех подставил Микеле Каватайо по кличке Кобра, участник заговора против комиссии, чтобы ее развалить. В общем-то, у него получилось, хотя всем было понятно, что гибель полицейских случайна, и вступать в конфликт с властями Коза Ностра не собиралась. Государство, которое до сих пор лишь равнодушно наблюдало внутренние разборки, на этот раз не отреагировать не могло. За несколько месяцев по обвинению в причастности к мафиозной деятельности арестовали 2000 человек. Потом, правда, почти всех выпустили, даже тех, на ком пробу было негде ставить, но правосудие дело такое, если доказательств нет, то и суда нет. Откуда нашлись доказательства против немногих приговоренных – вопрос, но наш герой вошел в число призеров вместе со вторым законником Сальваторе Чикитедду Греко.
Оба они благоразумно смылись из страны, не дожидаясь ареста, как, впрочем, и многие другие главы палермитанских семей. Так что о работе комиссии и речи уже не было вплоть до 1969 года. Но все эти мелкие неприятности смущают Томмазо Бушетту не сильно. Путешествовать он любит, а сейчас ему есть с кем. Впрочем, как и обычно, производить впечатление на женщину он умел и любил всегда. На этот раз счастливица Вера Джиротти. Субредкой из казино Сан-Винсент она была подружкой довольно известного барабанщика Джеджо Ди Джакомо. Дон Мазино мужчина с шармом, а отбить девушку ему несложно, тем более такую, как Вера, темпераментную страстную авантюристку, мечтающую о карьере актрисы. В общем, когда Бушетто бежит от ареста, Вера следует за ним. Да и что ей делать в Италии? Ее ждет Бродвей. А ведь эту историю можно рассказать и иначе. Но мы же помним не меньше 2 версий. Например, так. Молодая дурочка попалась в ловушку коварного соблазнителя, забеременела от женатого, и это в патриархальной Италии. Что и оставалось, кроме как ехать за ним, соглашаясь на любые условия. Но нет, не бьется, некуда девать предыдущих соблазнителей, которых Вера к тому же встречала не в поле и даже не в офисе, а в игорном доме. Да и то, что она раздобыла и привезла беглецу поддельные документы, как-то не вяжется с образом несчастной простушки. Ну да ничего, в этой истории без попранной невинности можно найти множество пикантных моментов. Начать с того, что, не разводясь с Мельхиорой, Томмазо Бушетто на Вере женился. Брак, правда, фиктивный, заключен по фальшивому паспорту на имя Мануэль Лопес Кадена, но зато отношения вполне реальные, хоть и очень бурные. Сицилийский мачо и шоу-гелл с амбициями, комбинация взрывоопасная. А тут еще вторая жена, ну то есть та, которая первая, приезжает с Сицилии с детьми. По собственной инициативе или муж позвал. Какая из обязательных 2 версий правильная, в данном случае не столь важна. Бушетто успевает жить с обеими семьями. Про этот период очень любят рассказывать. Чтобы не попасться, двоеженец, дескать, имел двойной гардероб по комплекту на семью. Дважды день в обоих домах ужинал. По 2 раза отмечал Рождество. В жизни, конечно, случается всякое, но все же интересно, откуда известны эти подробности, кто их рассказал и зачем. Кто, кроме самого Бушетты, знал, сколько у него одинаковых пиджаков. А впрочем, комичные детали привлекают широкую публику, и уж точно не автору развлекательного YouTube-канала упрекать в этом журналистов. Пожалуй, лучше присоединюсь, тем более, что история начинает приобретать оттенки триллера. В 70-м году Вера исчезает. Сразу после того, как внесла залог за Бушетту, находящегося на тот момент под арестом. $40 000. Или 45, да, точно, 75. А что там у нас во второй версии? А там у нас деньги собирала и платила Мельхиора. Наверное, это легко проверить. Тот, кто вносил залог, наверняка где-то расписывался. Но это скучно. Вот благородная любящая Вера бегала, искала, нашла, внесла, вызволила на свою голову и все. Нет больше Веры Джиротти. Ни счетов на это имя, ни регистрации в отелях, ни билетов на самолет. Ну точно, убил. И нет, не съела, а что там у них делают, в кислоте растворили. Она 2 девочек оставила. Разве этому может быть какое-то объяснение, кроме криминального? И жить под другим именем она не может, Вера не такая. И это случайное совпадение, что исчезли они одновременно с компаньоном Бушетты. А нет, точно, он же убил обоих. Есть же неопровержимые доказательства. Во-первых, агент ФБР утверждает, что кроме имени о Вере они ничего не знают. Обо всех остальных близких Бушетты знают все, а о ней ничего. Появилась из ниоткуда и исчезла в никуда. Программа защиты свидетелей, вербовка сразу нет. Тот агент ясно же сказал, Бушетто знал только один способ решения проблемы – устранить ее. А это может означать только одно – убить. Даже если перед этим несколько лет зачем-то бегать от жены к жене. Но это ж явно гораздо более правдоподобное и ясное объяснение, чем то, что дает Бушетто. Якобы Вера устала от его общества и вообще от семейной жизни. Метущаяся душа рвалась к звездам, и она просто сообщила, что уходит, при этом согласившись оставить ему дочь. Да, и еще бывший друг. А на тот момент уже кровный враг, а значит, кому же знать такие подробности, как не ему. На очной ставке очень прозрачно намекнул, что Вера не придет в суд, чтобы свидетельствовать на стороне Бушетты. И ведь не пришла же. Суд искал ее и не нашел, значит, точно умерла. Живых же суд всегда находит. Упоминание Джиротти на этой очной ставке – единственный ядовитый укус, оставшийся без ответа. Общий счет боя в пользу Бушетты, буквально размазавшего бывшего друга по стенам. Тому не удалось не только отбиться ни от одного обвинения, добавились еще и новые, и показания Дона Мазино легли в основу приговора. А с Бушеттой всегда так, ему верят только тогда, когда это удобно. Но об этом в следующем видеосерии «Босс 2 миров». До скорой встречи на канале «Однажды в Италии».